Всем здоров! Очень много видосов посмотрел по восстановлению дисков. Вот этот в усмерть ушатан вообще просто. Сегодня будем его восстанавливать с помощью зубной пасты и тряпочки. Но сначала надо его проверить в компе. Так, давай, вставляйся. Ну. Давай. Так, посмотрим. Ух ты, фильм запустился. Так, интересно. Она на двери, он возле. Ты, говорит, умрешь старая в своей кровати. Просто шедевр, а не фильм. Фух, класс. Так, а это что? Что я хотел-то? Так, кто раскидал зубную пасту? Дети, опять балуетесь. Всем доброго дня, приветствую вас на своем канале, очень рад, что заглянули. Снимаем очередное пополнение Blu-ray фильмами на моей полке, так скажем, делюсь с вами своими покупками. И сегодня будем распаковывать, как обычно, 7 фильмов, но при этом 5 изданий. Те, кто более-менее шарит в математике, уже, наверное, догадались, что сегодня будет одна трилогия. Сколько за детский сад и квартира? Ну, пускай 10. Сколько всего будет? 14. Я предлагаю с нее как раз и начать. Давайте приступим. Взял себе трилогию Рэмбо, классическая трилогия, первые 3 фильма. Сильвестр Сталлоне так надрезал уже заранее, чтобы нашим ножичком блатным эту коробку не распакуешь. Так что придется... Немножко сделал надрез, так скажем, но без ножа все равно никуда. До этого еще не приобретал себе такие вот трилогии в таких необычных, как скажем, упаковках. Сейчас будем смотреть, я так понимаю, здесь так развертываться будет. Ну, давайте не будем забегать вперед, посмотрим, что тут у нас и как. Так, интересно. Ага, вот. Сильвестр Сталлоне, первая кровь, часть 2, Рэмбо 3, первая кровь. Не вертятся диски, не буду уж так. Вот такая вот у нас, так скажем, трилогия, да? Сейчас по каждому фильму поговорим. Так, еще раз. Ну, я считаю, что замечательно. Все 3 фильма, классические 3 фильма, так скажем, вот приобрел в таком издании. В принципе, я доволен. Конечно, вот этот картон не так долговечен. И тут, ну, будем аккуратно обращаться и всячески холить или лелеять это издание. Давайте по каждому фильму. Первая часть у нас, первая кровь, да, 1982 года, рейтинг на Кинопоиске 7,7, IMDb 7,7. Вторая часть называется, оказывается, я, кстати, об этом так и не знал особо. Первая кровь, часть 2, здесь уже, по-моему, во Вьетнаме, да, происходит. 1985 года. Рейтинг на Кинопоиске 6,7, IMDb 6,5. И, наконец, третья часть Рэмбо, плакатами которые, не знаю, в 90-е везде висели, где только можно. 1988 года. Рейтинг на Кинопоиске 5,7, IMDb 5,8. Вот такую вот трилогию себе приобрел. Сейчас поговорим, свое отношение выскажу к этим фильмам, да. Посмотрю какой-нибудь один диск, вот третью, так, ради интереса. Нет, все замечательно. Итак.
Что по самим фильмам? Издание мы с вами посмотрели, теперь про сами фильмы. Как уже и по рейтингу видно, да, и вот свое ощущение. Я, конечно, эти фильмы смотрел уже давно, но свое ощущение скажу такое. Вот первая часть — это именно история такая про героя Вьетнамской войны, который там, может, немножко, ну, осталось у него что-то, след какой-то в психике от вот этой вот, ну, происходивших событий, да, в его жизни. И, соответственно, вот он, такие поступки у него совершались. Такая более-менее драма получилась первая часть, поэтому и рейтинги высокие, очень всем понравилось. Вторая, третья часть — это уже, так скажем, больше клюквы, да, там уже и Вьетнам плохой, и Советский Союз плохой в третьей части, соответственно, то есть, ну, по рейтингам видно, да, то есть более-менее такое уже зарабатывание денег и развесистая клюква присутствует. Но что я касательно вот этого фильма, раз уж завели об этом, так скажем, беседу, да, какое мое отношение и вообще к этому вот этому всему. Эти фильмы мы смотрели в 90-е, тогда было модно, что ли, ругать Советский Союз. Сейчас как бы уже к этому относится по-другому немножко, тоже, где русские плохие, там вот это все. Мое мнение такое, то есть если человек хочет посмотреть фильмы, он должен их посмотреть. Не надо запрещать где-то, что-то ставить блоки. Может, конечно, в кинотеатрах есть смысл не показывать какие-то там фильмы вот с этой клюквой, со всей. Я говорю про теперешнее время, да, вот эти вот громкие скандалы были по запрету фильмов и так далее. Игр, также игры не обошли стороной эту всю историю. Мое отношение такое: создавать надо свое, то есть эти фильмы — это высказывание, так скажем, точки зрения вот этих людей, этой страны, которая находится от нас за океаном, и глупо не показывать никому, то есть то, что они хотят сказать. Надо снимать свое и доводить для всех свою точку зрения. Конечно, с Голливудом никто в этом плане тягаться не может, но надо делать хотя бы для своих граждан, для своей страны. Если вам не нравятся какие-то игры производят, делайте свои игры со своей точки зрения. Вот, отскакивая в сторону, недавно посмотрел фильм «Балканский рубеж». Замечательный фильм, обязательно его приобрету. Очень мне понравился. Вот таких фильмов надо снимать больше. И излагать свою точку зрения. То есть, если вы с кем-то спорите, с человеком, вы же не бьете его стулом, там, когда он высказывает свое отношение к каким-то событиям. Вы не бьете его стулом, не затыкаете ему рот. Вы высказываете свою точку зрения. Мне кажется, что в этом, в плане фильмов и игр, надо поступать так же. Просто снимать свое, и что окажется интереснее для людей, что окажется им убедительнее, то они будут смотреть. То есть надо стараться, а не просто запрещать что-то. В общем, классическую трилогию Рэмбо приобрел. Это просто праздник какой-то. Давайте перейдем дальше. Второй на сегодня фильм — это 47 Ронинов с Киану Ривзом у нас. Киану Ривз вообще молодец. Есть, конечно, фильмы для меня с ним сомнительные, но очень мало, по крайней мере, которые я смотрел. Может, есть еще не особо роли у него, но те, которые я смотрел, попадалось мне парочку где-то фильмы, которые вызывали вопросы. Сейчас поговорим давайте об этом. Авторадио даже есть, ничего себе. Где-то в каком-то издании у меня также был вот этот буклетик, пусть лежит. Сегодня, кстати, у нас получилось так, что нет ни одного перепака. Очень-очень редкое нынче обстоятельство, скажу я вам по секрету. Вот такие у нас тут техданные, аудио русский,
В общем, много языков и, соответственно, субтитров. Очень хорошо отношусь вот этой к азиатской вот этой всей тематике, да. Люблю такие фильмы, соответственно, мы на них так же, как вот и на этих фильмах росли, вот эти все ушу, кунг-фу и тому подобное. А здесь, соответственно, как и тут написано, японская мифология, да, 47 Ронинов, это по какому-то японскому мифу сделан фильм. Давно его смотрел, уже помню, что фильм хороший, средний, даже выше среднего для меня. Но обязательно его пересмотрю с этого диска. То есть, кто не смотрел, рекомендую. Можно даже посмотреть из-за Киану Ривза. Думаю, стоит. Фильм у нас 2013 года. Рейтинг на Кинопоиске 6,7, IMDb 6,3. Фильм будет непременно пересмотрен. Давайте перейдем далее. Фильм «Стажер». «Стажер» у нас... Я вот лично смотрел его, этот фильм, 2 раза. Ну, естественно, не с диска. Там, где все смотрят. По-моему, даже где-то смотрел онлайн в каком-то кинотеатре, что ли, уже не могу вам точно сказать, потому что не помню точно. Итак, фильм «Стажер». Вот такая вот белая накаточка. И по тех данным. Вот тут, в принципе, все видно. Ну, не так скажем, немного языков, но, в принципе, около 6-5 наберется, и субтитры есть. Фильм «Стажер» у нас легкий такой фильм, да. На этом фильме можно отдохнуть. То есть фильм без каких-то там убийств, без травли людей, что-то каких-то подпольных особо таких шевелений, да, заговоров и так далее. Фильм мне понравился, когда я его смотрел оба раза, да, можно обязательно пересмотрю и 3-й раз. Кто не знает, фильм стажером является Роберт Де Ниро здесь. Энн Хэтэуэй — это директриса, так скажем, небольшой фирмы. Не помню, чем-то занимается, то ли рекламой, то ли чем-то. А он на пенсии долгое время сидел и решил вот в этом здании, где вот эта фирма располагается, он раньше работал, тоже какое-то руководство осуществлял, то есть руководящую роль играл. И решил в свое родное, так скажем, помещение, здание прийти, ну, уже в роли стажера, и все окружающие начинают его учить работать по-новому. Ты как так-то подгоняешь? Ты что, не видишь, что напряжение совпадает? А? Ну-ка дай. Уйди. Уйди, раз напряжение ничего не понимаешь. Так скажем, то есть он делится с ними своим жизненным опытом, а они делятся нововведениями, которыми в работе появились в новой его должности, в новой профессии. Фильм, это, как уже сказал, хороший. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, отдохнете. Спокойный, хороший фильм. Фильм 2015 года. Рейтинг на Кинопоиске 7,6, IMDb 7,1. Стажер с Робертом Де Ниро. Далее у нас, вот говорил уже по подковерных интригах, это «Мартовские иды». Единственное, что знаю я про этот фильм, так это вот трейлер посмотрел. И то уже особо, если честно, не помню трейлер. Но основную канву фильма понял. То есть это, я так понимаю, у нас политическая драма, да, какая-то. Ну, давайте посмотрим сейчас, потом о самом фильме. Коробочка старая уже такая. То есть издание довольно-таки старое. Ничего не закрывается. Итак,
Режиссер Джордж Клуни. Ничего себе, я даже не знал, что он является режиссером, но он просто снимается. Так, здесь по политическая драма. Если честно, не вижу, где здесь язык. Так. Вы знаете, тут, по-моему, даже и не указано. Ну, думаю, русский язык есть по-любому. Посмотрим уже, когда при самом просмотре, думаю, выясню. Может, где-то вы увидите, где не увидел я. Сейчас просто отсвечивает, тут не особо видно. В общем, как уже сказал, фильм, кстати, вот здесь написано «Оскар 2012 года» и «Золотой глобус». То есть фильм достаточно премирован, так скажем, да. Иногда охота посмотреть такие вот политические драмы, какие-то подковерные интриги. Тут, я так понимаю, кто-то из них, скорее всего, Джордж Клуни избирается, может, президентом, может, куда-то еще, какой-то высокий пост. И вот эта вот предвыборная кампания вот здесь освещается, какие-то скелеты в шкафу, возможно, появляются или что-то такое. Ну вот, судя по трейлеру, что-то в этом роде. В общем, фильм не смотрел, особо сказать про него ничего не могу. Фильм у нас 2011 года. Рейтинг на Кинопоиске 7,1. IMDb также 7,1. Политическая драма. Будем смотреть и окунаться в дебри политики. И последний на сегодня фильм. Это «Голодный кролик атакует». Тоже давненько уже смотрел этот фильм. И, если честно, вот некоторые фильмы, тот же «Стажер». Ну, «Стажер» я смотрел, наверное, позже. Вот этот фильм я смотрел настолько давно, что вообще не помню, про что он. Тоже также смотрел трейлер, но трейлер был на английском языке, так что тонкости особо не понял. О чем тут, так что сказать точно не могу. Ну, примерно. Сейчас порассуждаем, так скажем. Вот такая у нас накатка. Seeking Justice. Про кролика, как обычно, тут ничего не сказано. Так, что у нас тут? Драматический боевик. Не фокусируется. Сейчас фокусируйся. Лазер видео, мультимедиа, лазер видео, да? Говорят, не особо тут что-то у них с дисками происходит. Обязательно надо будет посмотреть, так как издание, судя по всему, старое. Ну-ка. Ну, здесь-то все нормально. В общем, ладно, посмотрим. Это дело второе. Про сам фильм, я говорю, трейлер был на иностранном языке, то есть тонкости не понял. Ну, что-то, по-моему, вот герой Николаса Кейджа что-то скрывает, да, там пытается скрыть, а этот, по-моему, отношение какое-то к какому-то министерству, то ли полицейский, то ли ФБР, что-то имеет человек, и он его то ли шантажирует, то ли еще что-то. Кто знает, вот, может, напишет, как вообще фильм и в чем тут основная завязка. То есть я вообще сказать особо ничего не могу. Тем не менее, фильм взял, потому что, как говорю, ранее смотрел и обязательно хочу пересмотреть. Николас Кейдж в последнее время снимается так, это спорные у него роли, но вот это вот, думаю, неплохая будет. Кстати, про самого Николаса Кейджа недавно, может, это всем известный факт, ну, скорее всего, да, но я вот недавно узнал, что он имеет отношение к семье Коппола, да, то есть вот этот знаменитейший режиссер, который снял «Крестного отца», там у него и дочь, по-моему, режиссер, также София Коппола.
А вот Николас Кейдж это то ли его племянник, то ли кто-то такой вот, так скажем, не основной родственник, а второе колено или как там, ну, ближний, что-то вроде этого. И вот, когда он начал свою карьеру актера, не хотел, чтобы у него вот эта фамилия звучала, Коппола, примазываться к чужой славе, и взял себе вот такой псевдоним Николас Кейдж. А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Вот этот факт для меня стал недавно известен, так что был удивлен. За это ему такое уважение. Он, так скажем, стал популярен, не пользуясь знаменитой фамилией. В этом он молодец. Да и фильмы ранние у него очень хорошие. То есть, если будет возможность найти где-то вот эти издания, да, там вот этих фильмов первых, и «Воздушная тюрьма», там, и «Угнать за 60 секунд», и «Без лица», вот эти фильмы мне очень, так скажем, раньше заходили. Я думаю, пересмотрю их с удовольствием, если получится, естественно, приобрести. Не знаю, как в новом состоянии, но хотя бы там с рук уже придется искать. Ну, это дело будущего. Сейчас как бы это загадывать не будем заранее. Так что этот фильм будет пересмотрен. Фильм у нас 2011 года. Рейтинг на Кинопоиске 6,5. IMDb 6,2. В общем, вот такой вот кролик. В общем, друзья, вот такие сегодня у нас позиции. Да, ролик, наверное, выйдет не особо длинный, но, тем не менее, получилось так. Вроде как немного, да, то есть 5 изданий, но, тем не менее, здесь 3 фильма. И, не знаю, в ближайшее время обязательно пересмотрю, особенно первую часть хочется посмотреть. Да и вторую, третью. Первую, кстати, вот касательно Рэмбо, я уже, ну, так вот представляю и начало, примерно, и середину, а вот вторую, третью вообще забыл напрочь, так что будет, тем не менее, даже интересней пересмотреть и освежить уже ушедшие воспоминания. Итак, немного лирики опять в конце. Пишите, если есть возможность у вас и желание, какие фильмы смотрели, как они вам вообще. Будет интересно почитать. Желаю вам удачных игровых и кинопокупок. Всем пока.